Приветствую всех, друзья мои, меня зовут Тимур, а это 100 рейдов в Escape from Duckov. Эта игра вышла совсем недавно, а наткнулся я на нее совершенно случайно, буквально за пару дней до релиза. Она сразу зацепила меня своим визуалом, и несмотря на то, что я совершенно не фанат экстракшн шутеров, я решил попробовать поиграть и даже не заметил, как пролетело 10 часов. За это время я немного освоился и узнал механики. Это экстракшн шутер, а для тех, кто не в курсе, что это такое, поясню. У нас есть база, которую можно всячески прокачивать и улучшать, а для этого необходимо отправляться в так называемые рейды. Вылазки в поисках ресурсов и ценного лута. Вот только все это осложняется наличием врагов и меняющимися погодными условиями. Оказалось, что у игры даже есть сюжет. Простенький, конечно, но тем не менее. Графика в игре кайфовая, и несмотря на всю свою миловидность, временами приходилось сильно попотеть. Но какой же кайф, когда ты обыскиваешь очередной сундук и находишь в нем чрезвычайно редкий и очень ценный предмет. Кстати, коллекционировать ценности можно не только в игре, но и в реале. Вот, например, часы от белорусского бренда Хвилина, которые сразу цепляют взгляд. Каждая их коллекция как отдельная история, вдохновленная искусством, культурой, с характером. Сразу понимаешь, что это не просто часы, а целая концепция. Мне досталась модель из их новой коллекции, Nombra Hybrid, которая будто создана специально для фанатов жанра киберпанк. Футуристический дизайн, массивный корпус, сложные линии, прям как кусочек мира Киберпанк 2077 на твоем запястье. И это не только про внешний вид. Коллекция уже успела получить платинум награду на Muse Design Awards 2025 и Silver на New York Product Design Awards 2024. Так что дизайн реально на высоте. Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали. Фронтальное стекло сапфировое с антибликовым покрытием, а заднее минеральное тонированное с печатью. Внутри установлен японский гибридный механизм Epson PX85A Hybrid Automatic, благодаря которому можно забыть о замене источников питания, ведь зарядка происходит в процессе носки и эксплуатации. Запас хода без подзарядки составляет до полугода. Подсветка стрелок и меток суперлюминова светится ночью, прям как неон из Night City. В темноте реальное ощущение, что держишь маленький хай-тек гаджет прямо на руке. Коллекция лимитированная, выпущена всего 350 штук каждой модели. Порядковый номер, кстати, выгравирован на задней крышке. Так что если хотите что-то действительно уникальное, это оно. Мы с супругой уже какое-то время пользуемся часами Хвилина, и эмоции только положительные. А если и вы хотите приобрести себе такую красоту или подарить кому-то из своих близких, ссылочку я оставил в описании. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь попить и перекусить, а я расскажу вам очередную историю. Перед началом, само собой, предлагают выбрать сложность. На выбор сразу 7 уровней. Поскольку этап освоения я провел на сложности оптимально, где у врагов 80% здоровья и они наносят 80% урона, для этого ролика я решил приподнять планку и выбрать сложность выживания, где все показатели на 100%. Экстрим решил не выбирать, поскольку все показатели у врагов 150%. А в случае гибели весь лут, что был нажит непосильным трудом, теряется навсегда. После выбора начинается кат-сцена, в которой нам показывают планету в форме яйца. Внезапно на одном из участков появляются фиолетовые молнии, а в сообщении говорится, что давным-давно существовала одна планета, которой грозило полное уничтожение. Мы не успели эвакуироваться, но смогли выжить. Ну а далее мы появляемся в неком лимбо, а под нашим управлением оказывается пернатый безликий болванчик, рядом с которым бегает заряженный собакин в шлеме, броне и с рюкзаком. Пройдя вперед, увидел стоящую посреди поляны рамку. Если подойти к ней и активировать, то запустится процесс кастомизации. Своего гуся можно кастомизировать как угодно. Среди причесок нашел вот такую. Еще немного правок, и вот такой гусь у меня получился. Чем-то он мне напоминает персонажа из игры Tekken. Если не ошибаюсь, зовут его Хейхати. В детстве я кучу времени провел, играя за него. После того, как с кастомизацией было покончено, появилась дверь, пройдя через которую мы приходим в себя в тюремной камере. По громкой связи с нами сразу связывается некто. Ему требуется напарник. Он следит за нами уже давно, но перед тем, как встретиться, он хочет проверить наши способности. Нужно всего лишь выбраться на волю. Начинается что-то типа обучения. Кстати, подсказки сделаны в виде надписей на полу. Прикольно. Пошел в правую часть карты.
Осмотрел ящик для пожертвований и нашел в нем морковку, которая восполняет энергию, водный баланс и на 200 секунд дает способность ночное видение. Забрал и пошел дальше по коридору. Вот только незнакомец по громкой связи объявил, что я иду неправильно и мне нужно развернуться. Но я все же решил пройти дальше. Кстати, обзор в этой игре непростой. У персонажа есть сектор засвета, и врага видно только тогда, когда он в этот сектор попадает. За угол просвет не заходит, так что каждый уголок нужно проверять очень аккуратно. И забегая вперед, эта механика не раз подожжет мою пятую точку. Аккуратно осмотрел помещение и заметил в нем ворона. Сражаться с ним пока что нечем, так что я развернулся и пошел в обратную сторону. Дальше по коридору заметил надпись «Лут» и стрелочку, указывающую на очередной ящик. Внутри оказался пистолет ТТ-13, 30 патронов, 3 бинта и пачка сока, которая также восполняет энергию и водный баланс. У самого персонажа 10 слотов для снаряжения. 2 для огнестрела, 1 для холодного оружия, защита головы и тела, лицо, наушники, рюкзак и 2 тотема. Также у нашего питомца есть 1 дополнительный слот. Перетащил все найденные предметы в слоты быстрого доступа, чтобы оперативно их использовать. Незнакомец предупредил, что дальше меня ждет противник, а подсказка на полу сообщила, что на пробел можно уворачиваться. Правда, это мне не понадобилось, поскольку охранник решил потягаться дубинкой против пистолета. Грохнул этого бедолагу и собрал с него дубинку, лабораторный халат и темные очки. Надел все, кроме очков, потому что у них было только одно свойство, и то отрицательное. В комнате рядом прочел заметку, в которой говорилось, что на правую кнопку мыши можно целиться, и лучше всего стрелять в голову, чтобы нанести повышенный урон. Решил вернуться обратно и загасить ту ворону, что спугнула меня в самом начале. Аккуратно засек его, рядом с его именем был значок черепа. Видимо, это опасный чувачок. После того, как я в него выстрелил, он бросил гранату, которая срикошетила от стены. Я отступил назад, но даже несмотря на то, что меня уже не было видно, этот ворон продолжал стрелять в мою сторону. Когда я подошел ближе проверить, оказалось, что этой гранатой он снял себе большую часть хп. Вооружен этот ворон автоматом. Я стал аккуратно выманивать его в коридор, параллельно отстреливаясь. Оказалось, что дальность у этого пистолета меньше, чем у автомата. Поэтому он до меня доставал, а я до него нет. К тому же он еще и светошумовую в меня кинул. Бинты к этому времени закончились, так что лечиться было нечем. В панике я сожрал все, что у меня было. Оставшись с половиной хп, я сделал аккуратный рывок и получилось попасть ему в голову, в результате чего он погиб. У него оказался АК-74У, еще один халат, блестящие очки и тотем, увеличивающий урон в голову. Также у него было немного денег и патронов. Отлично, теперь у меня есть автомат. В комнате, где обитал этот ворон, ничего ценного не оказалось. Тогда отправился дальше. Незнакомец поздравил меня с побежденным врагом и сообщил, что спрятал в ящике бинты и аспирин, которые помогут мне исцелиться. По итогу осталось только 2 таблетки аспирина. В ящике дальше нашел новый пистолет. Урон у него был чуть больше, чем у моего текущего, так что заменил. Грохнул очередного охранника, используя взрывающуюся бочку. Он испарился просто моментально. Следом завалил второго. Автомат, конечно, прикольный, но достаточно косой. Мой гусь тоже получил пулю, которая вызвала кровотечение. Это достаточно противный негативный эффект. Каждую секунду он отнимает 1 очко здоровья, а длится 25 секунд. Прошел дальше и вскоре выбрался наружу. Прошел по тропинке и добрался до точки эвакуации. Она отмечена зеленым дымом. По истечении 4 секунд эвакуация прошла успешно. Начислили немного опыта, а мой гусь оказался в каком-то бункере. Здесь была небольшая комната, в которой стоит кровать, чтобы переждать ночь, магнитофон, чтобы сменить музыку, зеркало, чтобы изменить внешность, и стол, на котором можно изменить уровень сложности. Вышел в огромное пустое помещение. В одном из углов стояли шкафы и гусь. Оказалось, что его зовут Джефф. Он быстро ввел меня в курс дела. Показал, где находится склад, доска для строительства новых комнат, торговый автомат и усилитель, с помощью которого можно будет прокачивать своего персонажа. Ну и, конечно же, выход из бункера. К тому же он сообщил, что у него для меня есть задание. Пошел осматриваться. Оказалось, что тут есть стрельбище. Не знаю, зачем оно нужно, но за всю игру я им ни разу не воспользуюсь. Осмотрел усилитель. Перков тут полно. Для их изучения нужны ресурсы. А чтобы прокачаться полностью, понадобится очень много времени. Все перки положительные. Увеличивают здоровье, выносливость, вместимость рюкзака и так далее. Выгрузил на склад все найденные ресурсы. А все остальное решил продать.
Поговорил с Джеффом и взял у него парочку заданий. Для первого нужно было скрафтить верстак, а для этого необходимо 2 доски. Выбрался наружу. Джефф напомнил, что для того, чтобы вернуться на базу, мне не обязательно идти к точке эвакуации. Достаточно просто подойти ко входу в бункер. Приступил к осмотру всех ящиков, что есть в округе. Наткнулся на своего первого врага и аккуратно потушил его короткой очередью. Но внезапно ко мне откуда-то подскочил еще один красный гусь и попытался зарезать меня ножом. Но я быстро среагировал и отправил его к товарищу. Пройдя дальше, наткнулся на закрытые ворота. Открыть их не получилось, поскольку они заперты с другой стороны. Неподалеку завалил еще парочку красных гусей. Они тоже бежали на меня с ножом. Видимо, это их особенность. Осмотрел их лагерь, нашел чертеж пистолета, немного еды, ресурсов и шлем танкиста, дающий защиту головы в 1,5 единицы. Место в инвентаре к этому времени закончилось. Пришлось возвращаться на базу. Разгрузился, отчитался о выполненном задании, получил опыт и немного денег. Сразу появились новые задания. Построил верстак. Теперь я могу крафтить практически все, что угодно. Забегая вперед, за всю игру я крафтил всего пару раз, потому что все, что можно скрафтить, также можно просто найти в каком-нибудь сундуке. Ну или снять с поверженного врага. При помощи улучшателя увеличил вместимость инвентаря на 4 ячейки. Благодаря выполненным заданиям на моем счету оказалось чуть больше 2000 денег. Далее для прокачки нужны были фрагменты ядра. Одно из таких я собрал с поверженного гуся. Увеличил запас здоровья на 5 единиц. В улучшателе, оказывается, можно выбрать еще и таланты. Вот только они пока закрыты. Для разблокировки придется выполнять задание. Отправился на следующую вылазку, пока еще не стемнело. На этот раз пошел в другую сторону. Наткнулся на радиовышку. Ее нужно было починить. Хорошо, что в одном из ящиков я нашел отвертку, с помощью которой устранил неисправность. Неподалеку в пещере нашел новый чертеж видеокарты на картошке. Не знаю, что это за устройство, но, наверное, пригодится. В очередном ящике нашел аккумулятор, который весит почти 19 килограмм. Кстати, у персонажа есть как лимит по ячейкам в инвентаре, так и ограничение по грузоподъемности. Сейчас мой гусь может носить максимум 45 кило, и это включая снаряжение. Вечером пришел к дому, внутри которого оказался гусь-качок по имени Мат. После короткого знакомства оказалось, что у него для меня тоже есть задание. Он попросил принести ему одно яйцо. Ну, это как-нибудь попозже, потому что начало темнеть. Нужно возвращаться на базу. Когда вернулся, игра выдала предупреждение о том, что после 10 часов вечера на улице становится опасно. И лучше это время переждать в кровати. При помощи верстака изучил найденный чертеж. Оказалось, что верстак также можно улучшить. Правда, ресурсов и денег нужно немало. Помимо стрельбища в этом бункере был еще и гараж. Вот только делать в нем было нечего, несмотря на то, что здесь стояла машина без колес. После этого лег спать. Утром, не теряя ни секунды, сразу отправился в рейд. Осмотрел карту. Да уж, не маленькая. Но, забегая вперед, это одна из локаций. Застрелил очередного гуся, с которого собрал еще один автомат. Добрался до перехода через реку, мост был сломан. Хорошо, что у меня было при себе 2 доски, при помощи которых удалось его отремонтировать. Но переходить на другую сторону я не стал, а вместо этого решил проверить полянку рядом. Здесь нашел чертеж взрывных стрел. Заодно занес Маду найденное яйцо, после чего он попросил принести еще и крекер. Окей, спустился ниже и обнаружил еще один сломанный мост. Починил и на этот раз перешел. В ближайшем ящике помимо ресурсов нашел картонную коробку. Ее можно надеть на себя и, так сказать, замаскироваться. Прошел чуть дальше и обнаружил канализационный люк, на котором стояла пара коробок. Убрал их, после чего появилась возможность залезть в этот люк. Оказалось, что это еще один способ вернуться в бункер. Попал я в канализацию. На одной из пластиковых бочек лежала записка, в которой говорилось, что рыбачить в этом месте не стоит. Также здесь возле пристани стояла лодка. На ней можно отправиться в фермерский поселок или начать какое-то демо-испытание. Вот только для этого всего необходимы были билеты, которых у меня пока что нет. Пройдя дальше, обнаружил на полу какие-то рисунки. Судя по индикаторам, сюда нужно принести перья, которые можно добыть, уничтожая врагов. Далее подошел к лестнице, которая привела меня прямо в мой бункер. На строительной доске появились новые чертежи: оружейного магазина, устройства регистрации ключей и медпункта. Персонажу увеличил угол обзора и контроль отдачи.
В следующем рейде нашел крекер, который просил мат. Причем нашел я у него же дома. Сразу отдал, после чего мат попросил принести ему еще пачку сигарет. Ну что ж, ладно. Забегая вперед, все задания в этой игре по типу «подай, принеси». Ну, по крайней мере, на начальном этапе. Только после того, как достигнешь третьей локации, задания сменятся. Но об этом чуть позже. Утром отправился исследовать новые тропы. При помощи бочки взорвал стену, загораживающую проход. Вышел на небольшую поляну с желтыми контейнерами. АК-74У неимоверно косой ствол. Стоит врагу отойти на среднее расстояние, как большая часть пуль начинает лететь мимо. Приходится подходить ближе, чтобы хоть изредка попадать. Завалив этого гуся, обнаружил у него новый шлем, бронежилет и косметичку, которая увеличивает переносимый вес на 5 кг и количество ячеек в инвентаре на 8. Сразу все надел. У одного из следующих поверженных врагов нашел АК-47. Вот эта пушка должна быть посерьезнее. Чуть дальше на поляне нашел новый чертеж, а пройдя вперед, наткнулся на необычный прозрачный шар. Точь-в-точь такой же я видел недалеко от базы. Подошел к нему, и когда попробовал с ним взаимодействовать, моего персонажа перенесло прямо к базе, как раз в то место, где находится второй такой шарик. Получается, это портал, с помощью которого можно быстро перемещаться по карте. Вернувшись на базу, обнаружил, что у оружия есть показатель прочности, причем максимальный лимит со временем падает. Починка в этом случае не поможет. Чем выше износ, тем ниже рыночная стоимость. Вот, например, АК-47, который я нашел недавно, можно продать всего за 42% от полной стоимости. Улучшил верстак до 1 уровня и еще немного прокачал персонажа. Во время следующего рейда отправился туда же, где был в прошлый раз. Здесь было несколько врагов, а мне как раз нужны перья и фрагменты ядра для дальнейшей прокачки. Осмотрел поляну возле портала. У лодочных останков нашел заметку о рыбалке. В ней говорилось, что погодные условия влияют на то, какую рыбу можно поймать. Сейчас во время рейдов я сгребал все подряд. Оружие и снаряжение продавал в магазине, а все остальные ресурсы отправлялись на склад. В целом за день я успевал делать 2 рейда. Один утром и один после обеда. Причем бродить приходилось по одним и тем же локациям, потому что каждый раз там появлялись новые ящики с новым лутом. Благодаря новому навыку, вместимость рюкзака увеличилась еще на 4 ячейки. Отправившись утром в очередной рейд, в одном из ящиков нашел желтую инъекцию, которая увеличивает скорость передвижения на 2 минуты. Полезно. В ящике с инструментами недалеко от моста нашел молоток и лопату. С ее помощью я могу раскапывать тайники. Один из таких я заприметил еще в самом начале своего приключения. Сразу отправился к нему и раскопал. Кстати, пока раскапывал, я услышал выстрелы. Но они были необычные. Звуки были похожи на выстрелы из бластера. Помимо ресурсов и червей для рыбалки, здесь оказался красный конверт. Это что-то по типу лутбокса. Забегая вперед, в нем может попасться что угодно. Вот только в этот раз мне не повезло. Когда я вскрыл конверт, мне попалась записка, на которой было написано «Удачи». Это самый худший из всех возможных вариантов. Пришел на место, откуда доносился звук. Оно было совсем рядом с домиком Мада. Кое-где здесь валялись останки поверженных гусей. Хотел было их осмотреть, но внезапно на меня напали какие-то грибы. Так вот откуда был этот звук. Их выстрелы разлетаются во все стороны. Я стал отстреливаться, и поначалу все шло довольно успешно. Я даже умудрился завалить 2 гриба, но так увлекся процессом, что не уследил за своим персонажем, в результате чего он впитал несколько прямых выстрелов и погиб. Голенький, вооруженный одним топором, побежал забирать выпавшие вещи. Из ящика у выхода забрал пистолет с патронами. Надел бронежилет, но когда пришел на место, оказалось, что никаких грибов здесь уже нет. Поэтому забрать все вещи удалось без проблем. Вскоре нашел тропинку, ведущую куда-то на гору. Пошел по ней. На вершине оказалась полянка с лагерем. Возле костра стояло какое-то существо в капюшоне. Я не знал, враждебное оно или нет, поэтому стал подходить максимально аккуратно. Подойдя почти вплотную, существо никак на меня не отреагировало, поэтому я приступил к осмотру стоящих здесь ящиков. В первом же нашел РПК. Вот это повезло. Все его характеристики были намного выше, чем у АК-47.
Разумеется, заменил. Теперь это будет моим основным вооружением. Оказалось, что необычное существо — это торговец, у которого можно приобрести оружие, модули и различные ресурсы. Правда, сделать это можно только за наличку. Да, в этой игре есть разделение. Есть как цифровая валюта, это, собственно говоря, основной счет, куда поступают деньги с продажи через торговый автомат и награды за выполненные задания, так и наличные деньги, которые можно найти у поверженных врагов. Продал кое-что из найденных вещей, чтобы освободить место для 15-килограммового малого ящика. Он пригодится для дальнейшего улучшения базы. Калаш тоже забрал с собой, а заодно и чертеж монтировки. Пошел дальше по тропинке и при помощи портала вернулся на базу. Разгрузился, отчитался о выполненных заданиях и набрал новых. На РПК повесил все модули, что удалось найти во время предыдущих рейдов. Оказалось, что я собрал достаточно ресурсов, чтобы построить магазин брони. Поставил его рядом с верстаком. Ассортимент оказался довольно скудным. По 2 вида бронежилетов, рюкзаков и шлемов, наушники и внезапно баночка колы, которая стоит почти 6000. Приобрел школьный рюкзак, который добавил еще 5 килограмм к максимальному весу и 4 дополнительных ячейки инвентаря. Утром принес Маду пачку сигарет, после чего он сообщил, что я прошел все испытания. И теперь он решил переехать жить ко мне на базу. Для этого я должен построить ему спортзал. Ладно, перешел на другую сторону реки. В небольшом огороженном дворике нашел чертеж капкана. Пошел дальше по дороге и вскоре встретил ворона. Точь-в-точь такого же, что я загасил в самом начале. Выхватил РПК и стал отстреливаться. Какой же приятный ствол. Мало того, что урон у него внушительный, так практически все пули летят туда, куда целишься. У ворона просто не было шансов. Осмотрел его останки, и оказалось, что снаряжение у него очень даже неплохое. Новый автомат, которого у меня еще не было, бронежилет 2-го уровня, какой-то китайский узел, жетон наемника, деньги и патроны. Забрал все. Чуть дальше вошел в маленький домик, который оказался полон ценного лута. Здесь была парочка малых ящиков, различные ценности и несколько ключей. Их по-любому нужно забирать с собой, потому что есть определенные локации, куда можно попасть только при наличии определенного ключа. Пришлось немного подумать, какие вещи определенно стоит забрать, а какие можно оставить. Вернувшись на базу, первым делом отправился к торговому автомату. И оказалось, что китайский узел, который я нашел у наемника, стоит почти 2000. Необычная сумка почти 3,5, а компас 1,5. Всего с 3 вещей мне на счет упало почти 6000. Неплохо. Сгрузил на склад все добытое добро, включая новый автомат. Решил заняться коллекционированием оружия и собрать хотя бы по одному экземпляру каждой пушки, что есть в игре. И как окажется дальше, это будет верным решением. Немного подтянул характеристики персонажа и расширил склад на 35 ячеек. Построил спортзал. Теперь и у Мада можно прокачивать своего персонажа. Увеличивать выносливость, добавлять урон в ближнем бою, уменьшать потребление питательных веществ и так далее. Правда, для этого понадобится различная еда. Так что теперь помимо ресурсов придется собирать и ее. Вдобавок к этому с Мадом теперь можно поторговать и приобрести у него различные инъекции, а также футляр для них за 30 000. Нашел новый гусиный лагерь, зачистил его. Внутри нашел чертеж самодельного ружья, а в металлическом контейнере 2 одинаковых ключа. Снова вышел на дорогу недалеко от лагеря наемников. Здесь оказалось полно гусей. Против них я в основном пользовался АК-74У. По большей части из-за того, что он использовал боеприпасы типа С. Это самые простенькие патроны, которые можно найти практически у любого врага. В то время как РПК использует боеприпасы типа АР. Их найти уже немного сложнее, и встречаются они в основном у наемников. После этого рейда мне хватило ресурсов для улучшения верстака и добавления ему ремонтной станции. Теперь я могу чинить свое снаряжение за деньги. На доске строительства снова появились новые чертежи. На этот раз телепорта, технического центра и кухни. Пока не стемнело, снова отправился на вылазку. В одном из ящиков нашел сразу 2 динамитные шашки. Одну из них использовал, чтобы освободить проход, ведущий на Северную гору. Зачистил лагерь в южной части карты
и в одном из сундуков нашел какие-то заметки о контакте с черным рынком. Я не знал, насколько ценна эта вещь, но на всякий случай забрал. Пройдя чуть дальше, обнаружил ворота, открыть которые можно было только при помощи пропуска в лабораторию J 3-го уровня. Табличка рядом предупредила, что впереди загрязнение после бури, и лезть мне туда не стоит. Ясно, но без пропуска попасть у меня туда все равно не получится. Нашел разрушенный мост, починить который можно было при помощи 2 досок и 3 кусков металла. Доски у меня были, а вот с металлом напряженка. Надо будет вернуться сюда позже. Удалил подпорку, блокирующую калитку, которую я нашел в самом начале. Теперь я могу быстро попасть из одной части локации в другую, и не придется делать огромный крюк. Вторая динамитная шашка пригодилась, чтобы открыть доступ к порталу возле базы. Один из найденных ключей пригодился. Открыл калитку, но здесь стоял всего один ящик с базовыми ресурсами. Рейд немножко затянулся. Я не уследил за временем и не заметил, как стемнело, и на часах стало 22:00. Игра выдала предупреждение, что темнеет, и пауки выходят на охоту. У меня нет абсолютно никакого желания выяснять, что за пауки, поэтому я поспешил вернуться в бункер. Снова разгрузился, прокачался, а за выполненное задание в магазине брони получил бронежилет 3-го уровня и шлем спецназа. Переоделся, верстаку добавил станцию разборки. Теперь ненужное снаряжение можно будет разобрать на составные части. Начальная прокачка персонажа завершилась. Дальше для улучшения, помимо денег и фрагментов ядер, нужны будут ресурсы, причем абсолютно разные. В одном из сундуков нашел необычное яйцо, совсем немного увеличивающее урон. Попробовал вставить его в слот для тотема, но не получилось. Видимо, оно предназначено для чего-то другого. Пришел к лагерю наемников. У входа меня встретил ворон, одетый в шлем, который я еще не встречал. Как только я начал с ним перестреливаться, к нему на помощь прибежали товарищи. Пришлось отступать, доставать РПК и выманивать их с базы по одному. Пришел даже босс по имени Пато Чапо. Он как-то странно светился, пытался отстреливаться, уворачиваться от моих выстрелов, но против РПК у него не было шансов. Буквально через несколько секунд я его успокоил. Осмотрел добычу. Он был вооружен обычным калашом, но одет в бронежилет 3-го уровня. К тому же при себе у него было 60 пуль калибра АР, 2 фрагмента багрового ядра и целых 500 рублей. Грохнул ворона в синем шлеме. Врагов в этой части локации было достаточно. Не успел я завалить одного, как приходит другой. Голубой шлем оказался чуть-чуть лучше моего текущего. Забрал. У одного из воронов нашел МП5. Она тоже использует патроны калибра С. К тому же, по всем характеристикам лучше, чем мой текущий АК-74У. Да и слотов под обвесы в 2 раза больше. Заменил. Вернулся на базу, сменил шлем. Построил медпункт. Теперь я смогу крафтить медикаменты. После обеда отправился осматривать Северную гору. Пока поднимался, в одном из ящиков нашел новый тотем, увеличивающий броню тела и головы. На вершине нашел очередной чертеж и зиплайн, ведущий в следующую локацию. Переходить я не стал. Меня немного смутила надпись «Без возврата». К тому же на часах 5 часов вечера. Скоро начнет темнеть, а исследовать новую локацию в темноте – так себе идея. На обратном пути снова заглянул в лагерь наемников. Еще раз завалил Пато Чапо. Набор лута у него оказался абсолютно такой же, за исключением одного предмета. У одного из воронов нашел Крис Вектор. Еще один пистолет-пулемет. Он очень скорострельный, но урон немного меньше, чем у МП5. Пользоваться им я не буду, но забрал для коллекции. Оказалось, что в этом лагере полно всяких сундуков с очень ценным лутом. В оружейном ящике, например, нашел магазины для пистолета и винтовки, дающие определенные бонусы. Например, уменьшение времени прицеливания и перезарядки, или увеличение количества патронов. На небольшой огороженной территории стояло странное устройство. Это был какой-то маяк, который я активировал. Для чего он нужен, я пока не знал, поэтому продолжил осматривать сейфы. Для одного из них потребовался ключ. У меня его пока нет. Тогда осмотрел следующий и нашел в нем золотой значок. Он весил почти 5 килограмм, но давал очень крутые бонусы. На 10% увеличивал урон, добавлял множитель критического урона и имел 100% шанс кровотечения. Оставлять его было нельзя. И несмотря на то, что у меня уже перегруз и я еле хожу, забрал его с собой. Я снова не уследил за временем, и пока осматривал оставшиеся шкафы, стемнело. В последнем сейфе нашел картонную коробку и решил надеть ее, чтобы замаскироваться и попытаться добраться до канализационного люка, который расположен совсем недалеко. Но
Но на выходе из лагеря меня заметил какой-то робот, который буквально с одной очереди меня завалил. Видимо, это и есть один из пауков, что выходят на охоту по ночам. Возвращаться за шмотками ночью было самоубийством, поэтому решил дождаться утра. Вот только на утро я заметил, что началась буря. Рядом с часами появилось предупреждение, что выходить наружу без защиты нельзя, а сама буря продлится 24 часа. Тогда я вернулся на кровать и проспал еще сутки. Утром таймер бури сбросился. Получается, она будет проходить каждые 210 часов. Отправился забирать свои вещи. У выхода по классике забрал пистолет с патронами, потому что у входа в лагерь тусуется несколько уток. И пройти туда без оружия не получится. Пришлось отстреливать их по одному. А вот дальше нужно было действовать максимально аккуратно. Потому что если сейчас меня заметит хотя бы один ворон, то забрать вещи я не смогу. Однако мне повезло, у входа никого не оказалось. Я забрал большую часть снаряжения, но меня все же заметил один из наемников. Пришлось отступать. Через некоторое время я снова попытался войти в лагерь, чтобы собрать остатки. Когда забрал их, за мной увязалось 2 ворона. К этому времени ржавые патроны закончились. Пришлось переключаться на стандартные. Хорошо, что все патроны я ношу с собой и не выгружаю на склад. Некоторые выстрелы накладывают кровотечение. Хорошо, что его можно вылечить при помощи аптечек. Успешно эвакуировался. Найденный значок и ресурсы выгрузил на склад. К этому моменту я плюс-минус понимал, какие ресурсы пригодятся для улучшений, крафта, а какие можно продать в магазине за неплохую цену. Патроны, которые я не могу использовать для своего текущего оружия, также выгружал на склад. В улучшателе прокачал новые навыки, один из которых добавил дополнительную ячейку инвентаря питомца. Теперь их 2. После очередной победы над Патто Чапо нашел у него в инвентаре ключ-карту для фабрики. Кстати, питомец очень полезная вещь. У него нет показателя грузоподъемности, поэтому, чтобы не таскать тяжести самому, можно сгрузить их на собаку. Различные ящики, тяжелое оружие, все это можно отдавать ему. К тому же после смерти вещи, помещенные в его ячейки, не выпадают. В сейфах возле маяка нашел еще парочку ключей и чертеж аптечки. Найденная ключ-карта вскоре мне пригодилась. Рядом с точкой эвакуации была огороженная территория. Попасть туда можно было только открыв калитку этой картой. Внутри, в оружейном ящике помимо патронов, нашел новую винтовку ВАЛ. Забрал в коллекцию. Место на складе практически закончилось. Продал добытые ценности, а на вырученные деньги построил кухню. У меня на базе появился новый обитатель, который, как и все остальные, принялся раздавать мне задания. У него также можно прокачать персонажа. Все его навыки связаны с питанием и навыком рыбалки. А для улучшения понадобятся продукты и пойманная рыба. С наступлением ночи спать не пошел. Вместо этого решил выбраться наружу и попробовать завалить паука. Ночью сектор обзора существенно уменьшается, так что приходится буквально вертеть башкой на 360. Зачистил лагерь мародеров и в ящике с патронами нашел гранату с ядовитым газом. И вот вскоре наткнулся на паука. Он сразу меня заметил и выпустил 4 очереди. Я успешно увернулся от всех пуль, но когда он выстрелил снова, я допустил ошибку и чуть снова не откис. Я буквально словил своим телом все пули. Отступил на среднюю дистанцию, и спустя несколько очередей из РПК паук был уничтожен. Собрал с него какое-то вычислительное ядро. Оно 100% пригодится мне в дальнейшем. Через некоторое время встретил второго паука. В этот раз расправился с ним буквально за несколько секунд. Еще одно вычислительное ядро отправилось в мои карманцы. Забил инвентарь лутом и к 4 утра вернулся в бункер. На кухне получил навыки, уменьшающие расход воды и энергии. Новый день, новые рейды. Наткнулся на ворона-наемника, у которого оказался бронежилет 4 уровня. Отлично! В очередной раз осмотрел всю карту, но ничего нового не нашел. Тогда забрался на Северную гору и по зиплайну отправился в складскую зону. Сразу осмотрел карту. На этот раз для того, чтобы вернуться в бункер, мне придется использовать точки эвакуации. По-другому вернуться на базу я не смогу. Точек интереса здесь было предостаточно. К тому же в западной части карты была огромная фабрика с кучей контейнеров. Видимо, лута там будет предостаточно. Но и врагов тоже. Исследование решил начать с лагеря на восточной дороге. Осмотрел первый дом. Помимо всяких ценностей нашел внутри чертеж обезболивающего. На одной из картонных коробок нашел заметку. В ней говорилось, что по складской зоне бродит злобный пес, а его хозяин
снайпер всегда бьет из тени. Поэтому, как только видишь собаку, лучше сразу прятаться. Что ж, учту. В следующем доме посреди комнаты стояла какая-то капсула. Взаимодействовать с ней было нельзя. Интересно, для чего она нужна? Ресурсов здесь было предостаточно. Ящики, канистры, к тому же новая винтовка. А у меня, как назло, закончились свободные ячейки. Еще и перегруз. Но я умудрился кое-как все это запихать. Надо продвигаться в сторону точки эвакуации. Потопал. С перегрузом скорость передвижения моего персонажа значительно снизилась. Вскоре неподалеку услышал выстрелы. Оказалось, что утки и вороны-наемники не дружат и воюют между собой. Вышел, как говорится, на победителя, но пропустил такую очередь, что остался в прямом смысле ваншотным. Стал отступать, но откуда ни возьмись, прибежала собака. Та самая, про которую я читал в записке. Бежать я не мог, поэтому приходилось передвигаться перекатами. Буквально на последних хп я успел воспользоваться аптечкой, после чего грохнул псину и преследующих меня воронов. Собака оказалась экипирована в каску, бронежилет, с противогазом, рюкзаком и даже деньгами. Так, собаку я нашел. Значит, где-то рядом должен быть ее хозяин. Нужно быть аккуратным. До точки эвакуации осталось совсем чуть-чуть. Вот только когда я подошел ближе, на мне появился лазерный прицел, и кто-то стал палить по мне из-за экрана. Видимо, это и есть тот самый снайпер. Я стал уворачиваться и прятаться за укрытиями. По звукам было слышно, что кроме снайпера там еще кто-то стреляет. Я стал пытаться подойти ближе, чтобы посмотреть на этого стрелка. Зовут его Лордон. И оказалось, что пока он палит по мне, по нему стреляет ворон. В какой-то момент я оказался слишком близко и получил выстрел в голову, который снял мне почти половину здоровья. Пока я лечился, ворон практически его загасил. Но в какой-то момент оказался на линии огня и получил случайную пулю, которая его ваншотнула. А я коротенькой очередью из РПК добил Лордона. Отлично. У него оказалась именная снайперская винтовка и чертеж изготовления большого ящика. Забрал все, что смог, и потопал к точке эвакуации. Рядом с ней оказался очередной маяк, который я успешно активировал. Рейд получился неожиданно удачным. Вот только когда я стал разгружаться, оказалось, что место на складе закончилось. Тогда улучшил его до 3-го уровня, добавив еще 75 ячеек, после чего завалился спать. Утром снова зачистил лагерь наемников. Нашел очередной красный конверт, в котором снова попалась записка удачи. На базе построил регистратор ключей. Очень нужное устройство. Теперь все найденные ключи я могу зарегистрировать здесь, и больше не придется таскать их в инвентаре, чтобы открыть нужную дверь. За исключением тех, у которых есть прочность. Такие ключи зарегистрировать не получится. Улучшил верстак до 2-го уровня. Кстати, зарегистрированные ключи можно посмотреть в специальной вкладке. После обеда отправился в складскую зону. Спустя буквально несколько шагов наткнулся на отряд наемников. Буквально за секунду они оставили мне меньше половины здоровья. Я вовремя отступил, вылечился и застрелил нападавших. Когда добрался до заправки, на меня снова напала собака, а значит, снайпер где-то неподалеку. Тогда решил пойти в другую сторону и осмотреть вот этот дом с синей крышей. Внутри нашел чертеж очередного оружия, ресурсы и комнату, для открытия которой необходим был ключ. Начало темнеть, пора было выбираться. Снова пошел через автозаправку и наткнулся на снайпера и очередной отряд наемников. Они все на меня сагрились, и пока я отступил, чтобы полечиться, они столкнулись и начали гасить друг друга. По итогу, когда я вернулся в битву, остались только наемники. Снайпер уже был уничтожен. Застрелил оставшихся воронов. У одного из них оказался баллистический шлем 4-го уровня. Нравится. Точка эвакуации была рядом с лесопилкой. Когда достиг места, в одном из контейнеров нашел такую же капсулу, что я уже видел в одном из домов. Вернувшись на базу, разгрузился. Но даже несмотря на то, что у меня в инвентаре остались только патроны и аптечки, вес был на грани перегруза. Из 3-го красного конверта снова достал записку удачи. 3-й раз подряд. Почти все простенькие задания по типу «подай и принеси» я выполнил. Ну а дальше задания начали изгаляться. Одно из них, например, потребовало использовать инъекцию ближнего боя и с помощью палки завалить 5 гусей. Утром отправился выполнять эти задания. Нашел парочку новых ключей, а в тактическом ящике боевую броню 4-го уровня. В отличие от бронежилета, боевая броня защищает незначительно хуже, но добавляет 4 дополнительные ячейки инвентаря. По возвращении на базу построил оружейный магазин. Еще один гусь, с которым можно поторговать и который будет выдавать мне задания. В одном из двориков, где я уже был, встретил здорового гуся. Зовут его Человек Света, а вооружен он огромным двусторонним боевым
боевым топором. Как только я стал по нему стрелять, он бросился на меня и даже успел разок рубануть, сняв почти половину здоровья. Но я успел его грохнуть до того, как он нанесет второй удар. Оказалось, что его топор весит 3 килограмма, а урон целых 40 единиц. К тому же в нем есть слот, в который можно что-то вставить. В лагере наемников нашел наушники. Я знал, что смогу найти их, поэтому не покупал в магазине. В одном из сейфов нашел ключницу. В ней 8 ячеек. И как следует из названия, в ней можно хранить ключи, которые я буду находить. Удобно. Теперь они не будут занимать лишние ячейки в инвентаре. Пока обыскивал ящики, на меня снова напали грибы. Ну, вот теперь давайте повоюем. Воспользовался гранатой с ядовитым дымом. Но никто из врагов от нее не погиб. Благодаря наушникам появляется индикатор, указывающий направление, в котором находится враг. Удобно. После победы оказалось, что с этих грибов можно собрать, внимание, грибы. Причем после употребления они могут с 15% шансом дать один из эффектов. Причем он может быть как позитивный, так и негативный. Есть даже 8% шанс мгновенной смерти. Есть я их, конечно же, не буду, но на всякий случай соберу. Мало ли, пригодятся для крафта. В небольшом дворике, в оружейном ящике нашел 2 новых ствола. Какой-то автомат и снайперскую винтовку СВ-98 с уроном почти 25 единиц за выстрел. Множитель критического урона у нее составляет 2,7. То есть если я буду попадать в голову, то за выстрел будет наноситься почти 67 единиц урона. А это практически ваншот любого. Ну кроме боссов, само собой. Снаряжение стало весить слишком много. Даже после того, как я выгрузил все ненужное на склад, у меня по-прежнему был перегруз. Тогда я выгрузил все ржавые патроны на склад, но и это не помогло. Перед сном построил телепорт. Оказывается, с его помощью можно телепортироваться на локации, в которых я активировал маяк. Пока мне доступно всего 2 пункта назначения: эпицентр и складская зона. Воспользовался телепортом, чтобы переместиться в эпицентр. Не рискнул отправляться в складскую зону. Все-таки я ее еще не до конца осмотрел, а где я появлюсь, неизвестно. Оказался я рядом с небольшим домиком, расположенным недалеко от лагеря наемников. Получается, телепорт перемещает тебя не в конкретную точку на карте, а в рандомную. То есть в теории ты можешь появиться прямо перед отрядом каких-нибудь наемников. Нагреб лута и зафармил еще один боевой топор. Стоит он чуть больше 3000. Оружейник выдал задание ликвидировать Пато Чапо. Забавно, учитывая, что я убивал его уже раз 10, если не больше, но при этом задание не засчитывается. Вообще в дальнейшем задания будут как бы опаздывать. Пока ты ищешь определенный ресурс, который они же попросили тебя принести, ты обшариваешь всю карту, встречая разных противников и уничтожая новых боссов. В итоге, когда ты собираешь все необходимое и выполняешь задание, они выдают тебе новое, в котором требуют еще раз убить этих противников и этих же боссов. Если на начальных этапах это не столь критично, то после середины это начинает раздражать. На кухне приобрел чертеж наживки, купил удочку и отправился в канализацию рыбачить. Несмотря на то, что в записке говорилось, что здесь рыбы нет. Выловил парочку каках. Больше здесь рыбачить не буду. Оказалось, что в топор можно вставить тот самый золотой значок, что я нашел ранее. Еще немного прокачал персонажа. Под вечер пошел зачищать лагерь наемников. Но как-то увлекся стрельбой и не уследил за количеством здоровья. На меня дважды повесили кровотечение, в результате чего каждую секунду снималось уже по 2 очка здоровья. Я просто не успел применить аптечку, в результате чего погиб. Забрал вещи обратно ближе к 10 часам вечера. Как стемнело, услышал, что появились пауки по характерным очередям. Не стал продолжать битву и покатился в сторону базы. Для постройки технического центра не хватало всего лишь 2 металлических пластин. Купить их в магазине нельзя, пришлось выбираться наружу. В сейфе рядом с маяком нашел красный конверт и 3 ключа. На этом этапе, каждый раз возвращаясь на базу с новыми ключами, я вручную проверял каждый на предмет регистрации, совсем не обращая внимания на то, что в описании каждого ключа написано, зарегистрирован он или нет. Раздобыл металл и построил технический центр. У этого торговца мало что можно было купить. Разве что ключ, который я 100% смогу найти просто так, а не платить за него 7000, и видеоигру. Спустился в канализацию. Пришло время узнать, что за рисунки там нарисованы. К этому времени я насобирал 141 перо. Как только сдал 80 из них, на земле появилось 10 талисманов. Собрал их и пошел осматривать. Мне выпали талисманы разных уровней с абсолютно разными эффектами.
Например, Берсерк 3-го уровня давал шанс критического урона в ближнем бою плюс 280%, а Штурм кардинально увеличивал урон от огнестрела, но уменьшал дальность. Вот только единственным полезным для меня оказался тотем ниндзя, уменьшающий звуки шагов и бега. Часть оставшихся тотемов, которыми я точно пользоваться не буду, продал, а те, что возможно смогу использовать, отправил на склад. Заодно расширил его на 40 ячеек. Утром вернулся к мосту, который нашел в самом начале, восстановил его и вошел в пещеру. Внутри нашел 2 чертежа: кубического пистолета и энергетических патронов. В остальных ящиках не было ничего полезного, кроме патронов. Сразу вернулся на базу, чтобы осмотреть найденный пистолет. Урон у него оказался очень маленький, поэтому решил, что пользоваться им не буду. Отправился дальше исследовать складскую зону. На этот раз решил осмотреть дом в южной части карты, рядом с оврагом. Но по дороге свернул и набрел на ферму. Осмотрел дом и нашел в нем чертеж нового ствола и инъекции электрозащиты. Далее пришел на фабрику и стал с боем пробиваться внутрь. В какой-то момент зашел в большой ангар, где наткнулся на желтых уток. Это был летучий отряд. Их командир вооружен необычным стволом. Его пули наэлектризованы. Поэтому, когда он в меня попал, мой персонаж практически перестал двигаться. Я немного отступил, чтобы перевести дух, и стал по одному выманивать их на улицу. Разделался с его свитой и приступил к ликвидации самого командира. Из-за его скорострельности у моего персонажа постоянно появлялось кровотечение. Приходилось прятаться и использовать аптечку. Но в какой-то момент он выскочил из-за угла и получил сочную очередь из РПК. Есть. Очередной босс повержен. Забрал у него электрифицированный МП-7. По всем характеристикам это был обычный МП-7, только стреляющий электрическими пулями. Забрал все остальное, и когда солнце начало садиться, добрался до точки эвакуации. На следующий день снова отправился в эпицентр выполнять задание. В одном из сейфов нашел 0,2 биткоина. Оказалось, что он стоит почти 8000. Неплохо. Красные конверты решил не открывать и просто продавать в автомате. За 6 открытий мне не выпало ничего стоящего. 5 раз выпадала записка, которая стоит всего 5 рублей. Так что я решил, что лучше продать конверт за 900, чем записки по 5. Остаток дня только и делал, что занимался выполнением заданий. Как только я оказался в складской зоне, на меня сразу напала стая собак, одна из которых была в экипировке. Не успел я с ними разделаться, как появился Лордон, а вместе с ним еще один гусь с автоматом. Они стали зажимать меня, и в какой-то момент я оказался в углу. Благо я успел использовать аптечку и кое-как кувырками выбрался из окружения, снова потеряв больше половины здоровья. Вместо того, чтобы взять себя в руки и отстреливаться, я запаниковал и то и дело уворачивался и использовал аптечки. Я даже забывал вращать камеру, чтобы хотя бы видеть местонахождение врагов. Через некоторое время меня снова зажали в углу. Я даже использовал гранату, но она полетела криво и ударилась об край контейнера, лишь слегка зацепив Лордона. Он успел дать мне 2 выстрела. К тому же зеленый гусь снова откуда-то взялся. У меня осталось меньше 20% здоровья. Я попытался было спрятаться за контейнером, но внезапно мне прилетел выстрел из винтовки, и мой персонаж снова погиб. Отправляться в складскую зону без оружия очень рискованно. Поэтому со склада взял вектор, патроны, аптечку и воспользовался телепортом. Оказался я совсем недалеко от места гибели. Я уж думал, что забрать вещи получится без проблем. Но я ошибся. Как назло, прямо посреди дороги оказался отряд воронов-наемников. Я попытался было обойти по краю, но один из воронов меня заметил, и они все открыли огонь. Я стал отступать в надежде на то, что они не станут меня преследовать. Но один из воронов оказался упертый и продолжал за мной бежать. Пришлось его потушить, а следом за ним второго и третьего. С одного из них забрал аук, надо попробовать с него пострелять. Оказалось довольно прикольно. Когда целишься, на экране появляется прицел, с помощью которого можно выцелить голову и засадить в нее целую очередь. Успешно добрался до своих вещей и забрал все обратно. Решил, что надо бы выбираться, и потопал к точке эвакуации. Рядом с ней оказался дом, решил его осмотреть. На столе нашел записку, в которой говорилось, что хозяин этого дома сделал подземный проход прямо на фабрику, чтобы воровать ценности и обойти летучий отряд. Вход в этот проход оказался прямо в доме, и у меня каким-то чудом оказался от него ключ. Спустился вниз. Я не знал, есть ли здесь враги, поэтому решил не рисковать и вернуться на базу. Все-таки у меня уже перегруз, обезвоживание, да и свободных ячеек практически не осталось. К тому же, когда я поднялся, на меня снова напала собака Лордона, а значит, он и сам где-то неподалеку. Воевать с ним у меня нет никакого желания.
желания, поэтому быстренько эвакуировался. Как только наступило утро, я сразу помчался к телепорту, чтобы отправиться дальше исследовать складскую зону. Вот только когда я переместился, то с ужасом увидел, что началась буря. Без специальной защиты находиться снаружи нельзя, потому что персонаж сразу начинает терять здоровье. Итог очевиден. Я снова погиб. Странно, почему буря действует на меня и не действует на всех остальных? Честно, я был немножко в шоке. Как я не уследил за таймером бури. Следующие сутки прошли в кровати. Снова взял со склада необходимую снарягу и телепортировался. На удивление, я оказался аккурат рядом с местом гибели. В очередной раз собрал все свои вещи. Да уж, нужно быть повнимательнее. Однако жить мне оставалось недолго. Пока я осматривал ферму, на меня снова напал Лордон. Из-за перегруза я двигался очень медленно. К тому же буквально каждый выстрел вызывал кровотечение. Это меня дико раздражало. Я пытался было свалить, но моего гуся снова настигла пуля. Да что же это такое? Нужно что-то делать с перегрузом. В этот раз забрать вещи получилось достаточно быстро. Даже ни с кем перестреливаться не пришлось. Вернувшись на базу, занялся прокачкой своего персонажа. Нужно во что бы то ни стало увеличить его грузоподъемность. Под вечер, когда уже двигался к точке эвакуации, случайно наткнулся на отряд наемников, которые разрядили в меня несколько очередей. Подорвали гранаты и успешно добили, когда я пытался использовать аптечку. Пока забирал вещи, на меня напал снайпер. Благо я успел забрать аптечки и наушники. В этот момент я заценил всю их прелесть. Благодаря индикаторам я понимал, где находится Лордон. Поэтому я стал кружить его вокруг контейнера. Да и электрический МП-7 тоже мне очень помог. Мало того, что он вызывал у него кровотечение, так еще и замедлял благодаря электрическим пулям. Наконец-то я тебе отомстил. Перед тем, как возвращаться на базу, осмотрел домик в верхней части карты. Но ничего суперценного здесь не нашел. Разве что чертеж ультрафиолетового фонаря. Прокачка персонажа в улучшателе застопорилась. Чтобы продвинуться дальше, нужно было исследовать один навык, для которого требовался рюкзак для выживания. А я его еще не встречал. На строительной доске появился новый чертеж банкомата. С его помощью можно будет внести, либо же снять наличные. Отлично! Потому что до этого момента всю наличку, что я находил, я сгружал на склад. Для его крафта не хватало радио и микрофона. На складе у меня не было ни одной штуки. А все потому, что я решил, что они не понадобятся для крафта. И все, что находил, продавал. А находил я их целыми пачками. Весь следующий день ушел на поиски, но как по закону подлости, я находил все, что угодно, кроме нужных предметов. В доме у оврага грохнул отряд наемников. У одного из них был новый шлем, который нужен был мне для дальнейшей прокачки в улучшателе. Спустился в подвал и пошел по проходу, ведущему к фабрике. Но этот тоннель оказался заполнен ядовитым газом. Пришлось подниматься обратно наверх, где я завалил собаку Лордона. У нее как раз есть противогаз. Забрал его и снова спустился вниз. Теперь можно спокойно бродить по коридору, не боясь отравления. Нашел здесь чертеж бизона. Это пистолет-пулемет, если что. Чуть дальше оказалась развилка. Один из путей был перекрыт. Для открытия требовался ключ, а второй привел к выходу. Наружу я вылез на фабрике, в левом углу. Здесь на меня снова напали наемники, но я потушил их буквально за одну очередь. Здесь же в углу лежал чертеж металлической канистры для топлива. Впервые за все время уровень моей энергии упал до нуля, и персонаж стал ежесекундно терять здоровье. Благо, в моем инвентаре оказалась одна морковка. Быстро заточил ее. Больше еды у меня с собой не было. Поэтому надо было либо найти что-то съедобное, либо эвакуироваться. Выбрал второй вариант и поспешил к точке эвакуации. Вот только когда я практически ее достиг, тут откуда ни возьмись снова появились наемники. Я даже понять не успел, как они за такой короткий промежуток времени сняли мне практически все здоровье. Я снова погиб буквально в десятки метров от точки эвакуации. Ну а далее все по классике. Взял все необходимое и телепортировался. Правда, в этот раз меня закинуло практически на противоположную сторону карты. Пришлось аккуратненько по стеночке добираться до места гибели. Вскоре забрал снаряжение, и пока шел к новой точке эвакуации, у меня снова закончилась вода и еда. Мало того, как раз в этот момент я встретил летучий отряд. Пришлось отстреливаться. Одного из них даже грохнул гранатой. Впервые воспользовался инъекциями.
Сначала вколол на укрепление. Благодаря ей персонаж получает меньше урона, а следом на лечение. И честно сказать, это меня спасло. Я остался с командиром летучего отряда 1 на 1. И в какой-то момент мы оказались друг напротив друга. Он высадил в меня всю очередь. И благодаря тому, что у него началась перезарядка, я успел его завалить. У одного из его бойцов оказался новый рюкзак и пачка шоколадного молока, которую я тут же влил в себя, чтобы остановить потерю здоровья. У второго бойца забрал еще один рюкзак и успешно эвакуировался. Благодаря собранному рюкзаку улучшил верстак, и теперь я могу создавать на нем броню. Ночью отдыхать не стал, а вместо этого отправился охотиться на пауков. Одно из заданий требовало добыть их вычислительные ядра. У одного из них даже повезло найти радио. Отлично! Осталось найти микрофон, и тогда можно будет построить банкомат. Задания моих товарищей заставляли меня раз за разом осматривать складскую зону вдоль и поперек. Где-то нужно было просто достигнуть определенного места, где-то найти какие-то чертежи, ну или завалить кого-нибудь с определенного оружия. В один из рейдов даже решил порыбачить, добрался до пирса и поймал несколько рыбешек. Следующий день я тупо сгребал лут в эпицентре, а ночью после выполнения очередного задания разблокировал первый талант – выживший. По сравнению с обычной уткой, у этого больше очков здоровья, брони тела и головы, но меньше скорость ходьбы и бега. Но это не страшно, всяко лучше стандартного. Отправился осматривать фабрику в складской зоне. Несмотря на то, что я уже несколько раз здесь был, я так ни разу полностью ее не осмотрел. В одном из ангаров оказался кабинет, но он был заперт на ключ. Тогда я вышел на улицу и обнаружил завал, который можно было устранить при помощи 2 динамитных шашек. Их я, кстати, нашел в ящиках с патронами неподалеку. Устранил препятствие, после чего открылся проход в фермерский поселок. Теперь я могу попасть в следующую локацию. Но не сейчас. Все-таки почти стемнело, да и места у меня не осталось. Успел эвакуироваться до наступления темноты. В домике фермера нашел пропуск в лабораторию J 1 уровня. А после победы над летучим отрядом у одного из бойцов нашел рюкзак для выживания. Тот самый, что необходим для дальнейшей прокачки в улучшателе. К тому же, пока лутался, нашел ключ от кабинета на фабрике. Внутри нашел чертеж нового пулемета. Вернулся на базу, решил использовать вместо МП5 М-ку. Во-первых, из-за того, что у МП5 практически закончилась прочность, а во-вторых, мне необходимо было по заданию грохнуть несколько наемников именно с М-ки. Осмотрел заправку в складской зоне, ключ от которой нашел еще вчера. Здесь внутри лежал чертеж противогаза. Снова не уследил за таймером бури и телепортировался в складскую зону. Итог ожидаем. Вернул все снаряжение и решил отправиться в фермерский поселок. Когда открыл карту, немного офигел. Он оказался просто огромный. Куча локаций, 6 телепортов и 6 точек эвакуации. Я боюсь даже представить, какие противники меня здесь ждут. Сразу у входа стоял маяк. Активировал его. Отлично. Теперь я смогу телепортироваться сюда прямо с базы. Пока осматривал домик фермера, встретил нового гуся с какой-то звездочкой над головой. Но оказалось, что он не такой уж и опасный. Я завалил его буквально с пары выстрелов. Я постепенно продвигался вперед, осматривая каждый ящик на наличие нового снаряжения или ценностей. Вскоре добрался до одного из пузырей телепорта, но перемещаться не стал. Я пока не знаю, куда он может меня перенести. Дошел до общежития. Ключи от здешних комнат уже давненько у меня зарегистрированы. Здесь было несколько гусей, которые не доставили особых проблем. У одного из них нашел еще один рюкзак выживальщика. Стал осматривать каждую комнату, но чего-то ценного не нашел. Тогда направился в следующий двор, и внезапно в переулке на меня напала неистовая аркада, оживший игровой автомат, который за пару попаданий снял мне половину здоровья. Я стал отступать обратно, забежал в общежитие и закрыл за собой дверь. Дождался, пока он уйдет, выбежал наружу и со всех ног помчался прочь. Вот только в этом злополучном переулке обнаружил валяющийся лут. Я подумал, что это выпало из меня, и стал пытаться все это подобрать. Но внезапно за спиной снова появилась эта аркада. Из-за перегруза бежать я не мог, поэтому приходилось кувыркаться, что расходовало очень много выносливости. Повсюду был забор, бежать было некуда. В последний момент я хотел спрятаться в зале игровых автоматов, но аркада меня настигла. Я глазом моргнуть не успел, как появилась надгробная плита. Я понимал, в каком месте я погиб. Это произошло прямо у входа в магазин игровых автоматов, где, видимо, и обитает эта неистовая аркада. Да уж, вернуть свои вещи будет делом не из легких. В этот раз, помимо пистолета, решил надеть броню и взял пару банок колы вместо аптечек. Я решил, что этого мне хватит для того, чтобы вернуть снаряжение. Но как же я ошибался.
Телепортировался, появился не так уж далеко от места гибели. По дороге надыбал шлем и улучшенные бронебойные пули. Вскоре дошел до зала игровых автоматов и стал аккуратно осматриваться. Несмотря на то, что здание просвечивается и видно все его внутренности, есть кто-то внутри или нет, не видно, пока ты сам не заглянешь. У входа бродил один из гусей со звездочкой. Когда он ушел, я подошел к своим вещам и внезапно увидел, что аркада стоит прямо в проходе. Разумеется, она на меня сагрилась. Я стал удирать и вдогонку получил несколько пуль. Использовал первую банку колы. Аркада не стала меня преследовать, а я вместо того, чтобы обойти, пошел обратно. Так мало того, я решил с ней поперестреливаться. Высадил в нее всю обойму из РПК и использовал вторую банку колы, чтобы восполнить здоровье. Аркада в свою очередь тоже стала отстреливаться, причем настолько удачно, что повесила на меня двойной эффект кровотечения. Каждую секунду у меня стало снимать 2 единицы здоровья. Когда я посмотрел на таймер, то понял, что скорее всего погибну. Восполнить здоровье мне было нечем. Я забежал в общежитие в надежде спрятаться в одной из комнат. Но от того, что произошло дальше, я был просто в шоке. Таймер кровотечения закончился раньше, чем у меня сняли последние крохи здоровья. У меня осталось всего 0,2 единицы здоровья. Это жесть. Я в панике стал осматривать все ящики в надежде найти хоть какую-нибудь аптечку. Даже красный конверт открыл. Но мне, как обычно, попалась записка удачи. Увы, ни в одной из комнат аптечки не оказалось. Но самое обидное произошло дальше. Я был на 100% уверен, что в этом общежитии нет никого. Но когда я дошел до туалета, откуда-то внезапно возник гусь и первым же выстрелом меня завалил. Эх, если бы не это кровотечение, исход битвы мог бы быть другим. Снова снарядился и отправился возвращать вещи. Но тут меня ждал сюрприз. Мало того, что я появился на противоположном конце карты, так оказалось, что первый маркер гибели пропал. Остался только тот, что в общежитии. Неужели все снаряжение, которое выпало из меня в первый раз, пропало? Я отказывался в это верить, поэтому помчался к залу аркадных автоматов. Но, когда перешел через реку, наткнулся на какого-то тройного стрелка. Это очередной снайпер, который с пары выстрелов снял мне большую часть здоровья и снова повесил кровотечение. Я даже удрать не успел. Тогда я решил, сейчас, во что бы то ни стало, я должен проверить все свои места гибели, чтобы окончательно убедиться, пропал лут или нет. Надел шлем, который мне нужен был для прокачки персонажа. Взял новый автомат и снайперскую винтовку. Закупился патронами, аптечками и телепортировался. В какой-то момент на меня напали рукопашники. Пришлось впервые за все время использовать боевой топор, чтобы от них отбиться. До зала автоматов я добрался только к вечеру и с ужасом обнаружил, что весь лут, который валялся рядом со входом, пропал. Получается, для того, чтобы вернуть потерянные вещи, у тебя есть всего одна попытка. Если ты погибаешь во второй раз, первые потерянные предметы удаляются и заменяются вторыми. Это был капец. Сколько всего я потерял. Мало того, эта гадина снова на меня сагрилась. Пришлось отбегать. Тогда я решил пустить в ход тяжелую артиллерию. Достал снайперскую винтовку, но первый же выстрел пролетел мимо, несмотря на то, что я нацелился ровно на автомат. Второй выстрел тоже улетел в молоко. Я не мог понять, что за фигня происходит. Я раз за разом пытался по нему попасть, но пули просто пролетали мимо, в то время как по обычному гусю все летело как надо. Тогда я решил его обойти и осмотреть зал игровых автоматов, пока его нет. Но из полезного внутри оказались лишь парочка инъекций. Тогда стал продвигаться к точке эвакуации. Разумеется, я не успел и наступила ночь. Решил войти в здание мэрии. Возможно, удастся переждать ночь здесь. В здешнем туалете нашел чертеж какашка патрона. Интересно, для какого оружия нужен такой тип боеприпасов? Пока осматривал один из кабинетов, ко мне зашел гусь. За ним второй, а после и вовсе прибежали 2 чебурека с дубинками. Кое-как от них отбился. Пока осматривал следующий кабинет, не заметил в коридоре красные огни. Это оказался паук, который сразу же начал по мне стрелять. Я забежал в соседний кабинет и закрыл за собой дверь. Но оказалось, что паук тоже умеет открывать двери. В какой-то момент я оказался зажат между 2 стен, двери и парты. Раз пули сквозь дверь не проходят, возможно, получится грохнуть его при помощи топора. Получилось. Но в ответ я почему-то получил пару выстрелов. В какой-то момент паук вышел, и пока я лечился, я не заметил, что он вошел обратно в кабинет. Я открыл дверь и сразу же получил мощную очередь. Быстренько снова спрятался за дверью и за 3 удара завалил паука. Вот только его очередь снова вызвала у меня кровотечение. Я не успел использовать аптечку и погиб.
В этот раз я почему-то решил, что достать вещи из школы будет просто, поэтому не стал брать никакое снаряжение, кроме автомата. Вот только когда я попал на локацию, оказалось, что возле школы появился какой-то странный красный значок вопроса. Причем он двигается, а это значит, что там либо очередной босс, либо какая-то передвигающаяся аномалия. На середине пути столкнулся с несколькими гусями. Двое из них были вооружены дробовиками, которые с первого же выстрела что? Правильно, вызвали кровотечение. Ну а дальше, как вы понимаете, вернуть снаряжение мне было уже не суждено. После этого моя мораль упала практически до нуля. Но в этом я сам виноват. Вместо того, чтобы взять нормальное снаряжение и пойти отбить свой лут, я отправлялся в рейды, можно считать, голенький. Я потерял все свое топовое снаряжение, которое собирал на протяжении всего этого времени. По сути, сейчас я оказался на том уровне снаряжения, на котором был до того, как отправился в складскую зону. Это просто жесть. Заглянул на склад и осмотрел тотемы. Может, какой-то из них дает иммунитет к кровотечению? И да, таковой имеется. На нем четко написано: дает иммунитет к кровотечению. Почему я не заглянул сюда раньше? Сразу же вставил его в один из слотов. Ну а дальше начался тяжелый путь поиска нового лута. Я снова стал раз за разом отправляться в рейды в эпицентр и складскую зону в надежде найти то, что было утрачено. На все это ушло чуть больше 8 часов реального времени, за которые я убил огромную кучу врагов. Построил банкомат, открыл новые таланты носильщик и стрелок, обзавелся новым вооружением, среди которого АК-103, убивающий любого врага практически за секунду, сразился с новым боссом и собрал с него дробовик дыхания дракона, стреляющий огненными патронами. Ну и построил пункт связи с черным рынком. Через него можно как продать ненужное, так и купить все необходимое. Есть две вкладки: спрос и предложение. В обоих по 8 позиций. То есть не получится продать, что захочешь. Здесь покупают и продают конкретные вещи. Причем цена может быть как очень низкой, так и наоборот чрезвычайно высокой. Во время одного из следующих рейдов решил проверить, что это за красный вопросик, который перемещается по карте. Как только подошел ближе, экран стал краснеть. Я вколол себе инъекцию ускорения, взглянул на карту и видел, как нечто ко мне приближается. Через несколько секунд я увидел, как какой-то красный призрак стремительно бежит ко мне. Как только он подобрался достаточно близко, он стал стрелять по мне длинными очередями. По звуку это было какое-то энергетическое оружие. Я быстро добежал до точки эвакуации, но призрак оказался слишком быстрый. 4 секунды я точно не выдержал бы, поэтому стал удирать. Но даже с инъекцией ускорения оторваться от него не получалось. Он продолжал меня преследовать. В какой-то момент у меня закончилась выносливость. Это и стало конечной точкой. Призрак меня догнал, и спустя пару очередей мой гусь помер. Теперь, перед тем, как отправляться возвращать свои вещи, я основательно подготавливался. Надевал шлем, броню и брал с собой хорошее вооружение с топовыми патронами. Во время следующего рейда, пока осматривал школу, наткнулся на нового босса, некоего Мизеля. Он стал стрелять в меня из РПГ. Я несколько раз увернулся, после чего забежал за угол. Для Мизеля это оказалось критично, поскольку даже находясь за углом, он продолжал стрелять и взрывами наносить самому себе урон. Мне оставалось только изредка выглядывать, чтобы не давать ему лечиться, и когда у него останется совсем чуть-чуть хп, просто добить. Забрал с него РПГ и 3 ракеты в придачу. Внутри школы, пока осматривал кабинеты, ко мне внезапно подбежал какой-то школьный хулиган, который стал гасить меня бейсбольной битой. За 2 удара он снял 70% здоровья. Я стал уклоняться и периодически отстреливаться. Я сам не ожидал от себя такой ловкости. Ровно в тот момент, когда он делал замах, я нажимал уклонение, в результате чего его бита пролетала мимо. Ну а когда патроны в автомате закончились, я выхватил винтовку и ловко поставил ему хедшот. Спустя еще несколько рейдов я собрал достаточно ресурсов для строительства майнера биткоинов. Да-да, в игре и это есть. С его помощью я создал себе пассивный доход. Правда, для того, чтобы он начал работать, необходимо поместить внутрь хотя бы одну видеокарту. У меня на складе как раз валялось 3 штуки. С одной видеокартой майнер будет добывать 1 монету в сутки. Каждая последующая видеокарта уменьшает время добычи чуть больше, чем на 2,5 часа. Забегая вперед, добывать он будет не целый биткоин, а
за 0,2, которые в дальнейшем можно будет продать за 8000. Одну из таких монет я уже находил в начале. Если вставить все 12 видеокарт, то скорость добычи составит одну монету в 10 часов. Ну, в целом неплохо, учитывая, что не нужно делать абсолютно ничего. Пока осматривал лесопилку в фермерском поселке, наткнулся на тройного стрелка, который не так давно помешал мне вернуть свое снаряжение. В этот раз он отвалился буквально с одной очереди. Снаряжение у него оказалось так себе, зато вместе с ним ходили еще 3 бойцов. Вот у них снаряжение оказалось неплохое. Через некоторое время нашел ключ, открывающий калитку в проходе под землей. Здесь оказался уличный торговец. У него в продаже был костюм, защищающий от бури, чертежи зажигательных патронов, дробовика Ультима, какое-то устройство для хранения кубов, а также схемы изготовления колы и сжатой плазмы. Купить ничего не получилось, поскольку денег у меня практически не было. После выполнения очередной цепочки заданий для МАДа открыл последний талант – Берсерк, но он нужен исключительно для ближнего боя. Со временем рейды стали более целенаправленные. Я перестал сгребать все подряд и отправлялся на вылазки за конкретными ресурсами или для уничтожения конкретного врага. В основном это было обусловлено тем, что на складе просто закончилось место, несмотря на все расширения. В какой-то момент буря застала меня, когда я был снаружи. Хорошо, что у меня при себе оказалась инъекция, дающая сопротивление космической буре на 2 минуты. Пока я возвращался в бункер, на меня напал какой-то фиолетовый призрак. Пришлось его завалить. С него собрал космический кристалл и зараженную часть оружия. Все последующие рейды были похожи друг на друга, как 2 капли воды. Я по-прежнему исследовал одни и те же локации и собирал необходимый лут, чтобы хоть немного продвинуться в прокачке персонажа. Я не буду рассказывать о них подробно и заострю внимание только на самых интересных моментах. Еще раз попробовал завалить красного призрака. На этот раз решил использовать РПГ. Но, увы, снова неудача. Пока осматривал общежитие, наткнулся на летучий отряд. Они стали стрелять в меня чем-то, что повесило на меня отравление и снимало по 8 единиц здоровья каждую секунду. Только когда я убил одного из них, оказалось, что они вооружены какашкометами. Так вот, чем они в меня стреляли. Но самое клевое, у них оказались очки пилота, увеличивающие угол обзора на 12%, а также рюкзак «Крылья мухи», увеличивающий максимальный вес на 35 кг, вместимость рюкзака на 10 ячеек и выносливость на 10%. Вот это я понимаю рюкзачок. Вернулся и завалил капитана этого отряда. Их стволы с боеприпасами, конечно же, забрал себе. Следом за этим летучим отрядом решил завалить неистовую аркаду. В этот раз я действовал куда аккуратнее и старался не подпускать ее близко к себе. К тому же перегруза у меня не было, и я мог с легкостью от нее свалить. Оказалось, что этой аркады напрочь поломан хитбокс. Из-за этого я и не попадал по ней тогда, когда стрелял со снайперской винтовки. Последние выстрелы были на грани, но у меня все же получилось ее одолеть. Из интересного у нее оказался игрушечный пистолет и какая-то звезда мира, которая рассыпалась в порошок. Следующей моей жертвой стал безумный подрывник, которого я встретил на заброшенной стройке. Разделаться с ним оказалось довольно просто, но он все же сумел зацепить меня одной из своих гранат. Оказалось, что у него при себе имеются по одной гранате каждого вида. К тому же одет он в тяжелую броню 5 уровня и шлем, который я потерял, когда пытался вернуть снаряжение. У торговца на базе приобрел огнестойкий костюм, благодаря которому смог попасть в лагерь наемников, вход в который перекрыл горящий бензовоз. В этом лагере оказался еще один маяк, активировав который я смогу телепортироваться не только в северную часть фермерского поселка, но и в южную. Через еще какое-то время вернулся к уличному торговцу. Купил у него костюм для защиты от космической бури, чертеж дробовика Ультима и куб для хранения синих блоков. Костюм мне пригодится, потому что улучшения начинают просить космические кристаллы. Сразу этим костюмом воспользовался для одного из заданий. Требовалось собрать космические образцы во время бури. От нее он защищает, конечно, хорошо, вопросов нет, но вот от пуль практически не защищает. Спустя несколько рейдов, когда я осматривал дом возле лесопилки, экран снова внезапно стал краснеть. Видимо, призрак приближается. Причем я совсем не хотел его агрить. Я сразу же вколол себе 3 инъекции на лечение, ускорение и спокойствие, после чего стал отступать и крутить его вокруг заграждений. Прикол в том, что я через эти заграждения прострелить могу, а вот он нет. Все его выстрелы попадают прямо в них. И вот, спустя 1,5 минуты, я таки его завалил.
У него оказалось два тотема, видеокарта и чертеж автомата с ядовитым эффектом. Я был очень доволен победой и сразу отправился на базу изучать чертеж. Оказалось, что для крафта этого автомата необходима сжатая слизь и 4 космических кристалла. В награду за выполнение одной из заданий получил пистолет с космическим эффектом. Урон у него неплохой, да и выглядит симпатично. Но тут, во время следующего рейда произошло неожиданное. Одно из заданий потребовало завалить стрелка с дробовиком при помощи обычного пистолета. Я пришел в нужную локацию, нашел нужного мини-босса и стал аккуратно стрелять ему в тыкву. Я настолько увлекся этим процессом, что не заметил, как оказался слишком близко. И своими выстрелами он без проблем до меня доставал. Когда я опомнился, здоровье оставалось на 1 выстрел. Я попробовал убежать, но не успел. Когда я вернулся сюда, чтобы забрать вещи, этот стрелок вместе с компанией поджидали меня за углом. Я попытался удрать и сбросить преследователей с хвоста, но они меня догнали и застрелили. Я во второй раз потерял весь топовый лут. Но это было не так страшно, как в первый раз, потому что я заранее подготовился и собрал на складе еще один топовый комплект снаряжения и оружия. К этому моменту счетчик рейдов достиг 100. Напоследок я решил заглянуть в лабораторию Джей. Вход в нее находится где-то в офисном здании, а пропуск туда я раздобыл уже давно. Вошел в здание, по лестнице спустился вниз и нашел вход в лабораторию. Переместился. Территория этой лаборатории тоже оказалась немаленькая. Приступил к исследованию. За одной из дверей встретил врага. Выглядел он как ворон-наемник, только почему-то был подписан «Странник». К тому же урон он наносил весьма нехилый. Надо быть аккуратнее. Чуть дальше завалил еще пару странников. На них был надет новый шлем. Для открытия некоторых дверей необходимы были цветные ключ-карты, которых у меня само собой не было. В следующем помещении обнаружил маяк, активировал, вышел в центральный зал, завалил еще пару странников, нашел чертеж боевой брони 5 уровня и решил, что на этот раз хватит, нужно выбираться. Дошел до точки эвакуации и успешно вернулся домой. Перед тем как закруглиться, решил сбегать в последний рейд. Пока осматривал супермаркет, на меня напал некто Вида, бронированный гусь, вооруженный пулеметом. Я пытался пробить его из снайперской винтовки, но не наносил практически никакого урона. Тогда взял старый добрый бизон и стал поливать его дождем из пуль. Это оказалось куда эффективнее. Ну а дальше произошла забавная ситуация. Как раз когда у него осталось хп на 1 выстрел, патроны в пистолете-пулемете закончились. Я выхватил снайперскую винтовку, чтобы добить его, но он к этому времени успел перезарядиться. В итоге мы выстрелили одновременно и убили друг друга. Снаряжение я, кстати, забрал, так что все нормально. Что ж, вот и подошли к концу моей 100 рейдов в Escape from Duckov. Как я уже говорил в начале, несмотря на то, что я совершенно не фанат экстракшн-шутеров, эта игра мне понравилась. Графика очень приятная, а игровой процесс весьма затягивает. Несмотря на то, что тебе из раза в раз приходится делать по сути одно и то же. Вот этот рандом, когда ты в 50-й раз открываешь один и тот же ящик, и тебе внезапно падает супер редкий ствол, или какая-нибудь крутая броня, это очень прикольное ощущение. Да, мне не удалось посетить всех локаций. На карте еще остались боссы, с которыми я не сражался. Да и в принципе выбраться из Дакова у меня не получилось. Хотя сделать это возможно, вон в Стиме даже ачивка есть. Ну а если вы хотите продолжения, то давайте наберем на этом ролике 10 тысяч лайков. Я думаю, у нас получится. Но это были мои 100 рейдов в Escape from Duckov. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте лайк под этим роликом и пишите в комментариях, как вам игра, играли ли вы в нее и появилось ли желание поиграть после просмотра ролика. Интересно будет почитать. Подписывайтесь на мой телеграм, там я бываю куда чаще, чем на ютубе. И не забывайте про остальные соцсети, ссылочки на которые в описании. Огромное спасибо моим спонсорам. Ну а с вами был Тимур, до встречи в следующем видео и пока-пока.